Всем привет! Сегодня у меня на ужине запеченная форель. Посмотрите, какими аппетитными и сочными получились эти стейки. В этом видео я подробно покажу вам весь процесс их приготовления, а в конце дополним рыбу густой апельсиновой подливой. Этот соус отлично подчеркивает вкус рыбы и делает блюдо по-настоящему особенным. Давайте начнем. Первым делом подготовим маринад для рыбы. В глубокую миску выжимаю сок из половины крупного апельсина. К нему добавляю 1 столовую ложку соевого соуса для приятного цвета и легкой пикантности. Затем добавляю чайную ложку меда. Он поможет рыбе красиво подрумяниться. Туда же добавляю чайную ложку соли и пол чайной ложки перца. Теперь все это нужно тщательно перемешать, пока мед полностью не растворится. Для запекания я использую стеклянный противень. Наливаю на дно немного растительного масла и аккуратно распределяю его по всей поверхности. Теперь начинаю выкладывать стейки форели. Я выкладываю их плотно друг к другу, чтобы они равномерно пропитались соком во время готовки. Беру силиконовую щеточку и обильно смазываю каждый кусочек подготовленной смесью. Оставшийся маринад я просто выливаю в форму. В процессе запекания вкус апельсина и меда впитается в рыбу, и она станет невероятно нежной. Для дополнительного аромата раскладываю между стейками несколько веточек свежего тимьяна. Отправляю форму в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Пока рыба запекается, подготовим апельсиновую подливу. Я взяла 2 средних апельсина, разделила их на дольки и поместила в сосуд для блендера. Взбиваем все до состояния однородного смузи. Также заранее подготовлю загуститель. В 10 мл воды перемешиваю чайную ложку крахмала. Он нам понадобится чуть позже. В разогретую сковороду отправляю 10 грамм сливочного масла, пол чайной ложки перца и столько же соли. Сюда же кладу веточку тимьяна для аромата. Перемешиваю все в кипящем масле, чтобы специи и травы раскрыли свой аромат. Теперь переливаю в сковороду наше апельсиновое пюре. Важный момент: обязательно добавьте 3 чайные ложки сахара, иначе соус будет слишком кислым. Следом вливаю разведенный крахмал, еще раз все перемешиваю и оставляю на огне до появления активных пузырьков. Как только масса загустела, сразу снимаю с плиты. Возвращаемся к духовке. Посмотрите, какая яркая корочка появилась на стейках. Рыба полностью пропеклась и готова к подаче. Блюдо готово. Подписывайтесь на канал Вкусно дома и приятного вам аппетита!